Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такую красивую повязку на детскую голову. Можно точно так же связать и на взрослую. Вязать я буду на обхват головы 52-53. В готовом варианте эта повязка вот в таком спокойном состоянии 22 примерно сантиметра. Это ее задняя часть повязки. Вот такая аккуратная. Повязка она двуслойная. Вот она. Повязка предназначена для теплой осени, теплой весны, когда хочется уже немножко согреться, но не хочется надевать шапку. Повязка вяжется очень-очень быстро. Вы свяжете ее буквально за один вечер. Я покажу, как сделать вот такой интересный узелок незаметным способом. Нет толстого шва. Вот так она выглядит. Этот шовчик выглядит с изнаночной стороны. Тоже достаточно аккуратно. Давайте приступим к вязанию. Для вязания такой повязки нам понадобится пряжа Газал Rock'n'Roll. Здесь в 50 граммах 115 метров. Цвет у меня 333. Я взяла эту пряжу и не хочу перегружать повязку слишком какими-то сложными узорами. Пряжа самодостаточная, она очень красивая, красиво переливается на свету. У нас сейчас солнечно, видите, красивые переливы. Поэтому хочу связать повязку обычной лицевой гладью. Если вы хотите добавить какой-то узор, например, в виде небольшой косы, то тоже будет смотреться красиво. Повязка детская, не хочется перегружать ее какими-то деталями. Также нам понадобится бросовая нить, небольшой ее кусочек, примерно той же толщины, что и наша рабочая нить, наша пряжа, из которой мы будем вязать наше изделие, повязку. Спицы я взяла 3,5 миллиметра на длинной леске. Либо можно взять набор чулочных спиц, кто к чему привык. И также нам для начала вязания понадобится крючок. Крючок может быть большего номера, либо меньшего. Тут не имеет какого-то большого значения. Итак, начинаем вязать. Для начала нам понадобится нить контрастного цвета и крючок. Набираем 40 воздушных петель, то есть цепочку из 40 воздушных петель крючком. Хвостик свободный у меня внизу, рабочая нить наверху. Делаем обмот нити вот таким образом. Немного перехватываемся и в эту образовавшуюся петлю протягиваем еще одну петлю. Готово. Это наш первый столбик воздушный. И еще 39. 2, 3, 4, 5, 6. Все, 40 петель я провязала. Сейчас я вяжу еще одну петлю. Она не входит в нашу цепочку. Вытягиваю ниточку на небольшое такое расстояние, может быть сантиметров 10. Отрезаем нашу нить временную и убираем остатки нити. Все, получился вот такой шнурочек. Вот эту 41 петлю мы просто затягиваем, чтобы она нам не мешалась, чтобы вот этот кончик он не распускался во время вязания. Сейчас мы взяли основную нить, берем наш шнурочек из воздушных петель. Это его лицевая сторона. И переворачиваем на изнаночную сторону перемычками к себе. Нас интересуют сейчас вот эти вот бугорки с изнаночной стороны. Находим первый бугорок, вставляем спицу и захватываем основную нить. Сейчас нам нужно в каждый бугорок, их 40, вставить спицу и вытянуть рабочую нить. Слишком слабо эти нити вытягивать не нужно. Вот так получается. Еще раз повторюсь, я использую спицы 3,5 миллиметра на длинной леске. Можно использовать чулочные. Итак, вытягиваем за вот эти бугорки 40 петель. Таким способом. Вытягивается достаточно просто. Итак, 40 петель из бугорков.
Осталось 2 петли, предпоследний бугорок и самая последняя наша начальная петля. Вставляем бугорок в бугорок. И вытягиваем последнюю 40-ю петлю. Готово. 40 петель у нас на спицах. Сейчас нам нужно соединить петли в круг. Вязать мы будем способом Magic Loop. Если вы вяжете на чулочных спицах, значит, как обычно, на чулочных спицах. Итак, по центру наших петель, ну, такой условный центр, мы вытягиваем леску от спиц. Петли с левой спицы подтягиваем к кончику левой спицы. Вязать первый ряд немного неудобно, но второй ряд уже вязать будет достаточно удобно. Вот эти кончики и начало нашей рабочей нити, самую вот эту первую петельку мы немного подтянем. Просто нужно прибрать немного наше вязание, чтобы нигде ничего лишнего не было. И начинаем вязать. Первый ряд. Все петли лицевые. Повязка у нас будет вязаться лицевыми петлями. И так до конца нашей повязочки. И вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Дошли до места вытягивания петли от наших спиц. Сейчас мы вот эту спицу вытягиваем таким образом, леску вытягиваем, чтобы спица левая снова была у начала петель. Таким образом подтянули петли к кончику левой спицы, а правую спицу мы снова вытягиваем от петель. И продолжаем вязать все петли лицевыми. В дальнейшем все петли у нас будут лежать ровно. Итак, и вяжем последнюю петлю. Все нитки мы должны подтянуть. Сейчас у нас появилась вот такая перемычка в виде основной нити. Потом в дальнейшем она уйдет, когда петли у нас нормально разойдутся. Все, ряд у нас первый провязан. Точно так же вы можете вязать на чулочных спицах. Левую спицу мы пододвигаем таким образом, чтобы петли у нас были ближе к кончику, а правую наоборот вытягиваем. И продолжаем так вязать, то есть как бы половинками. Половину с одной спицы, половину с другой спицы. И вяжем в круговую необходимое количество рядов лицевыми петлями. То есть до конца нашего вязания мы будем вязать лицевыми петлями. В круговую вязание спицами подразумевает именно круговое вязание. У меня уже провязано 7 рядов. Вяжется достаточно быстро. Для удобства я соединила вот эти кончики от нашей бросовой нити, чтобы они не мешались. И все вязание, посмотрите, оно достаточно плотное. Когда мы вязали первые и вторые ряды, если вот это место у нас не связано, то здесь появляется такая длинная перемычка. Вот она. Но она здесь не длинная уже. И когда вы свяжете вот эти кончики, то есть все петли выровнятся и будет вязание все ровненькое и красивое. Итак, вяжем вашу повязку на необходимую вам длину. Вяжется она очень быстро. Итак, встречаемся на моменте, когда мы будем делать вот этот вот невидимый шов между одним концом повязки и другим.
Повязку я практически довязала, осталось совсем немножко. Получилось у меня на размер примерно 52-53 сантиметра, 44 сантиметра в спокойном состоянии, но полотно хорошо тянется. То есть нам не нужно, чтобы на голове он слишком слабо сидел, это будет не очень удобно. Остался у меня небольшой кончик. Все, повязку я практически довязала. Один край, откуда у меня отходила нить, я его уже закрыла. Сейчас вот на этом краешке я покажу, как закрыть петли и как соединить вот эти две половинки нашей повязки. Итак, мы распускаем вот этот край наборный, который мы набирали крючком. Находим конец вот этого наборного края. Вот он у нас затянут узелком. Распускаем его. И сейчас довольно легко эта цепочка тянем за ниточку, и цепочка хорошо распускается. Так как пряжа у меня достаточно хорошо держится, то есть вот эти петельки, они не распускаются, не ползут вниз, поэтому я буду спускать петли на несколько петель вперед, распускать петли. И распущенные петли мы переснимаем на спицы. Можно переснимать на чулочные спицы, можно на круговых, как будет удобно. 20 петель на одну спицу, 20 петель на другую спицу. И перенадеваем наши петли на спицу. Если при распускании петель вы понимаете, что они сами петли ползут вниз, то есть распуская полотно, то лучше каждую петлю перенадевать на спицу. Не так, как я делаю. То есть распустили одну петлю, перенадели на спицу. Итак, 20 петель должно быть на одной спице, 20 петель на другой. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9 и 10. Вот у меня здесь 20, то есть. И распускаем вторую половину наших петель. Так как пряжа у меня ворсистая, эти ворсинки между собой немного путаются, поэтому при распускании помогайте петлям, чтобы они не спускались и не путались. Все, ниточка дополнительная нам не нужна, и снова петли надеваем на спицу, либо на вторую чулочную, либо на круговые спицы. Но таким образом, чтобы кончики у нас сейчас оказались на одной половине, где отходит хвостик. Так, пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Все, 20 петель на одной спице, 20 петель на другой. И сейчас мы будем закрывать петли крючком. Можно взять крючок меньшего номера, мне удобнее крючком меньшего номера. Можно взять точно такой же крючок 3,5. Вот я вязала спицами 3,5, можно взять его. В самом начале я вам не сказала и совершенно забыла про это, что вот этот вот хвостик, он должен быть немного подлиннее, несколько длин вот нашей повязки, то есть примерно сантиметров 30, может быть чуть побольше. Я оставила коротенький хвостик, поэтому придется нарастить нить кончиком другим. У меня есть текстильный клей, у вас может быть он другой фирмы, либо можно присоединить клеем, так как я вяжу из шнурочка, то можно этот шнурок сшить нитями в цвет. То есть такой вариант тоже возможен, тем более при соединении наших половинок повязки это место будет незаметно. Небольшую капельку я нанесла на одну нить, сейчас присоединила вторую, немного покрутила, и нужно дать небольшое время, чтобы вот это соединение подсохло. Сейчас соединяем две половинки повязки в одну. Для этого заводим крючок за одну половинку петли дальней спицы, за правую стенку передней спицы, захватываем нить и проводим между двумя петлями с двух спиц, скинули эти две петли. Петля у меня перекрутилась, я ее разворачиваю, чтобы она была ровненькая. Теперь
Заводим крючок за дальнюю петлю. Нить у нас между спицами. Сейчас за переднюю, то есть мы как бы чередуем за правую стенку передней петли. Так, зацепилась. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все 3 петли на крючке. Все, скинули. Теперь у нас снова 1 петля на крючке. Вот эти петли, их не нужно сильно стягивать. Они должны быть достаточно свободны. И так чередуем. Сейчас с передней, с задней, с дальней спицы захватили рабочую нить, протянули через все петли, то есть поочередно. Так, так. И вот через петлю на крючке. Здесь у меня получилось соединение 2 нитей, где я производила склейку, поэтому немножко неудобно. Дальняя, передняя, захватили нить через переднюю, через дальнюю протягиваем эту петлю и через петлю на крючке. Вот таким образом. Такой способ соединения у меня есть при вязании крючком на круглой сумке. Здесь оставлю ссылочку в правом верхнем углу, можете посмотреть. И теперь снова передняя, дальняя, захватили рабочую нить и протягиваем поочередно через все 3 петли. Готово. Вот эти петли скинули. И так до конца ряда. Вот такой шовчик у нас получается. Все, вторая половинка повязки тоже закрыты петли у второй половины. То есть вот так получились теперь края абсолютно одинаковые, что с одной, что с другой стороны. С 2 сторон у нас сейчас отходят нити. Вот, что с одной, что с другой стороны. И нам нужно определить, какую нить сейчас отрезать от клубка, какую нет. Вот таким образом я складываю половинки нашей повязки. То есть примерно вот так вот напополам складываю одну и вторую. Вот таким образом. Вот так. И вот эта нить оказывается у нас с края. То есть, соответственно, мы ее оставляем длинную. Вот эту нить мы отрезаем покороче. Слишком коротко не отрезаем. Все, оставляем такой кончик. Можно покороче отрезать. И вот эту ниточку мы оставляем подлиннее. Сейчас мы будем сшивать наши половинки. У меня осталось где-то сантиметров 40-50. Чтобы нить тоже слишком не мешалась, мы ее отрезаем. Итак, сейчас соединяем 2 края нашей повязки, левый и правый. Сейчас нам может понадобиться либо маркеры, либо контрастная нить. Я возьму контрастную нить, раз она у меня уже осталась. Нарежу вот 2 таких небольших кусочка. Либо вы берете маркеры. Итак, распределяем 10 вот этих вот крайних косичек на одной стороне, 10 на другой. И то же самое с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это вот соединение между вот этими 10 петлями мы должны отметить маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10-я, она самая крайняя. То есть между 10 петлями с одной стороны и с другой мы протягиваем либо нить, либо маркер. Я его вытяну, потом мы их просто уберем, эти нити, либо уберете маркер. Все, отметили с одной стороны. И точно так же с другой стороны помечаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между вот этими петлями мы отмечаем нитью контрастного цвета. Сейчас складываем наши половинки таким образом, так как я уже показывала. То есть вот так вот. Петли должны достаточно плотно лежать. И вот у нас получается 10 и 11 петли с одной половины. Вставляем крючок в 10-ю, в первую петлю другой половинки. Готово. И в 11-ю петлю вот этой половинки крайней.
То есть между вот этой нитью. И в крайнюю петлю, вот она, откуда у нас отходит нить. Все. Вставили, захватываем рабочую нить и протягиваем через все эти петли нить. Готово. И таким образом мы сшиваем все последующие петли. Раз, два. То есть вот они, их сейчас уже видно хорошо. Все, 4 петли висит на крючке, 5-я, которая у нас уже вытянута была. И через все эти петли мы протягиваем рабочую нить. И через 5-ю, которая у нас на крючке. Вот эта петля у нас идет на крючке. И продолжаем далее. То есть они сейчас, эти петли, хорошо заметны. Единственное, нужно начать. Вот эта петля у нас уже прошита. Следующую. Далее следующая петля на следующей половинке. На следующей. На следующей. И протягиваем рабочую нить, как бы прошивая. Прошиваем достаточно плотно. Все, и 5-я на крючке. И так до конца петель. Делается все это достаточно просто и быстро. И осталось по одной петле с каждой половинки. Вот у нас самая крайняя. Далее идет между маркерами. Вот она. Далее. Вот это место тоже не очень удобное. Откуда у нас выходит нить, которую мы отрезали. Вот она, крайняя петля. И вот она между маркерами. Так, чтобы ее удобнее было подцепить. Вот она, 2 половинки косички. Все, мы прошили, делаем закрепление. Всё, пока я не буду вытаскивать эту петлю, маркеры мы убираем. И вот что у нас получилось в итоге. Вот такая красота. Посмотрите, как аккуратно. Вот эти все кончики мы сейчас должны закрепить и спрятать в полотне. И вот что у нас получилось. Красивая, аккуратная повязка. Обязательно ее необходимо постирать. Если этот ролик вам был интересен и полезен, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. И до встречи в новых видео. Пока!